Что общего у механических кроликов и самых опасных змей Америки? Во Флориде только что запустили армию роботов, замаскированных под обычных зайцев, и их цель — тысячи гигантских питонов, которые пожирают все живое в болотах Эверглейдс. Эти машины работают круглосуточно, выслеживая хищников длиной до 6 метров, способных проглотить аллигатора целиком. Но самое невероятное — роботы используют против змей их собственное оружие, и результаты превзошли все ожидания ученых. Началась война, о которой вы даже не подозревали. В 1980-е годы изменили экосистему Флориды навсегда. Владельцы экзотических питомцев выпустили бирманских питонов в дикую природу, не подозревая о последствиях. 20 лет спустя популяция млекопитающих в Эверглейдс сократилась на 99%. Еноты исчезли полностью. Опоссумы, рыси, кролики — все стерты с лица болот. Биологи насчитали более 300 тысяч питонов на территории заповедника. Каждая самка откладывает до 100 яиц за раз. Змеи достигают 7 метров в длину и весят 90 килограммов. В 2012-м егеря нашли питона с оленем внутри, целым взрослым оленем. В 2015-м змея задушила и проглотила полутораметрового аллигатора. Штат объявил награду за каждого пойманного питона. $50 за змею, плюс 25 за каждый метр длины. Охотники вытаскивали из болот сотни рептилий ежемесячно, но популяция только росла. За 10 лет программа обошлась в $8 миллионов и не дала результата. Питоны освоили новые территории. Их находили в пригородах Майами, на парковках торговых центров, в школьных дворах. Змея заползла в курятник фермы и съела 23 курицы за ночь. Другая обвилась вокруг мотоцикла и не отпускала его 3 часа. Рептилии научились переносить холод и двинулись на север. Ученые пробовали все. Обученные собаки искали кладки яиц. Ловушки с приманками расставили по всему заповеднику. Тепловизоры, дроны с камерами, радиомаяки на пойманных самцах. Ничего не работало достаточно эффективно. Питоны охотятся ночью, прячутся под водой, не издают звуков. Найти их в густых мангровых зарослях почти невозможно. В 2021-м экологи забили тревогу. Питоны начали размножаться в геометрической прогрессии. Еще 5 лет, и экосистема Южной Флориды рухнет окончательно. Болота превратятся в мертвую зону, где кроме змей никто не выживет. Нужно было радикальное решение. Инженер Марк Роу из Университета Флориды собрал первого робота-кролика в своем гараже за 3 месяца. Устройство весило 4 килограмма, двигалось на 4 лапах и выглядело как настоящий болотный кролик. Искусственный мех, точная копия движений, даже запах — все воссоздавалось с научной точностью. Внутри корпуса спрятались 12 датчиков движения, тепловизор и система искусственного интеллекта. Робот анализировал окружающую среду 100 раз в секунду. Батарея держала заряд 48 часов. Водонепроницаемый корпус выдерживал погружение на 2 метра. Первый полевой тест провели в марте 2022-го. Робота выпустили в зоне, где камеры зафиксировали 15 питонов за последний месяц. Кролик прыгал по болоту, имитируя естественное поведение жертвы. Через 20 минут из воды поднялась 4-метровая змея. Питон атаковал робота с классической скоростью — 2 метра в секунду. Обвил корпус кольцами и начал душить. В этот момент сработала ловушка. Встроенный механизм выстрелил металлическим зажимом, который зафиксировался на голове змеи. Одновременно активировался радиомаяк и система оповещения. Координаты передались команде перехвата. Егеря прибыли через 8 минут. Питон все еще пытался раздавить неубиваемую добычу. Змею извлекли и отправили на исследовательскую станцию. Робот получил вмятины на корпусе, но продолжал работать. За первую неделю 3 кролика поймали 11 питонов. За месяц — 47. Эффективность превысила работу 20 профессиональных охотников. Роботы не уставали, не боялись, работали в любую погоду круглосуточно. Роу усовершенствовал конструкцию. Вторая версия получила систему самозащиты. Электрошокер малой мощности, который не убивал змею, но заставлял ее сжать кольца сильнее, активируя захват быстрее.
Третья версия научилась имитировать звуки детенышей в опасности, привлекая питонов с расстояния до 50 метров. Штат Флорида заказал первую партию из 100 роботов-кроликов. Стоимость одного устройства – $8000. Каждый робот окупался после поимки 12 змей. Производство развернули на заводе в Тампе. Робот-кролик начинает патрулирование на рассвете. Искусственный интеллект выбирает маршрут по алгоритму, основанному на данных о предыдущих встречах с питонами. Устройство движется короткими прыжками, точно копируя поведение настоящего кролика. 3 прыжка вперед, пауза, поворот головы, еще 2 прыжка. Встроенные датчики постоянно сканируют температуру окружающей среды. Питоны холоднокровные, их тело на 2-3 градуса отличается от воды или почвы. Тепловизор фиксирует эту разницу на расстоянии до 30 метров. Когда система обнаруживает подозрительный объект, робот меняет поведение. Кролик начинает двигаться медленнее, делает вид, что ищет пищу, опускает голову к земле, копается передними лапами. Это провоцирует хищника. Питон воспринимает отвлеченную жертву как легкую добычу и выходит из засады. Змея приближается бесшумно, используя мышцы тела для скольжения между корнями мангровых деревьев. Ее раздвоенный язык улавливает химические следы. Робот выделяет синтетические феромоны, имитирующие запах испуганного млекопитающего. Для питона это непреодолимый сигнал. За секунду до атаки датчики вибрации фиксируют движение в радиусе 5 метров. Процессор мгновенно определяет направление угрозы и активирует защитные системы. Корпус кролика напрягается, внутренние замки фиксируют подвижные части, питон наносит удар, челюсти смыкаются на искусственном мехе, острые зубы впиваются в силиконовое покрытие. Змея обвивает жертву кольцами, обычно 3 полных оборота вокруг тела. Мышцы сжимаются с силой 40 килограммов на квадратный сантиметр. Этого достаточно, чтобы раздавить ребра оленя. Робот выдерживает давление. Титановый каркас рассчитан на нагрузку в 120 килограммов. Пока змея душит добычу, срабатывает главный механизм. Из корпуса выстреливают 4 металлических скобы, фиксирующиеся на теле питона. Каждая скоба оснащена микрочипом с GPS-передатчиком. Одновременно активируется звуковой маяк на частоте, которую не слышит человек, но улавливают приемники егерей на расстоянии до 3 километров. Система отправляет координаты, размер змеи и фотографию на центральный сервер. Питон не отпускает робота еще 10-15 минут, пытаясь задушить жертву, которая не умирает. Некоторые змеи разжимают кольца и пытаются уползти, но скобы остаются на теле, передавая сигнал. Команда перехвата находит их по следу в течение часа. Биологии проанализировали содержимое желудков 200 пойманных питонов. Результаты показали неожиданную картину. 23% последних жертв составляли болотные кролики. Это самая высокая доля среди всех видов добычи. Еноты шли вторыми с 18%, но их популяция уже почти исчезла. Кролики оказались идеальной мишенью для питонов по нескольким причинам. Размер взрослого болотного кролика от 40 до 60 сантиметров. Именно такую добычу предпочитают змеи длиной от 2 до 5 метров, а это большинство популяции. Вес кролика в 1,5–2 килограмма позволяет питону проглотить жертву целиком, без риска подавиться. Движения кроликов провоцируют охотничий инстинкт сильнее других животных. Прыжки создают вибрацию почвы, которую змеи улавливают нижней челюстью на расстоянии до 20 метров. Частота этих колебаний от 15 до 30 Гц точно совпадает с диапазоном максимальной чувствительности питонов. Тепловая сигнатура кролика идеальна для обнаружения. Температура тела 38 градусов, высокий метаболизм создает яркое пятно в инфракрасном спектре. Термочувствительные ямки на морде питона видят это излучение сквозь густую растительность. Змея может выследить кролика в полной темноте с закрытыми глазами. Запах играет решающую роль. Кролики метят территорию секретом специальных желез под подбородком. Этот запах содержит более 50 различных химических соединений. Питоны запоминают эту комбинацию после первой успешной охоты и ищут ее снова. Раздвоенный язык змеи улавливает молекулы запаха в концентрации 1 часть на миллион. Поведение кроликов делает их уязвимыми. Они кормятся на открытых участках, часто останавливаются, чтобы осмотреться. Эти паузы дают питону время для атаки.
Кролик полагается на скорость побега, но в густых мангровых зарослях ему некуда бежать. Инженеры воссоздали все эти характеристики в роботе. Синтетический мех пропитан химическим составом, идентичным выделениям настоящих кроликов. Нагревательные элементы поддерживают температуру корпуса на уровне 38 градусов. Гидравлические лапы создают вибрацию с частотой 22 Гц при каждом прыжке. Первые испытания подтвердили теорию. Питоны атаковали роботов-кроликов в 8 случаях из 10. Для сравнения, роботы в форме енотов привлекли змей только в 3 случаях из 10. Механические птицы вообще не вызвали интереса у хищников. Робот номер 17 передал сигнал тревоги в 4 утра 23 июня. Координаты указывали на густые заросли в 3 километрах от туристической тропы. Егерь Джеймс Коллинз добрался до точки за 12 минут на болотоходе. Питон все еще сжимал робота, обвив его 5 кольцами. Длина змеи превышала 5 метров, вес около 70 килограммов. Коллинз зафиксировал голову специальным крюком и начал разматывать кольца. Процесс занял 8 минут. Мышцы питона сопротивлялись с огромной силой. Внутри змеи обнаружили частично переваренную самку аллигатора длиной 1,20 м. Возраст рептилии определили в 12 лет. Это означало, что питон охотился на крупную добычу регулярно и успешно. Анализ чешуи показал, змея отложила яйца в текущем сезоне. Где-то в радиусе километра находилась кладка из 50-70 яиц. Команда развернула поисковую операцию. 6 роботов-кроликов прочесали территорию по спирали от точки поимки. Через 3 часа устройство номер 9 зафиксировало аномальную температуру под упавшим стволом кипариса. Термометр показывал 32 градуса при окружающих 28. Под корой нашли гнездо. 73 яйца лежали плотными рядами. Самка обвивала кладку до последнего момента, поддерживая нужную температуру мышечными сокращениями. Все яйца уничтожили согласно протоколу. Робот номер 24 поймал рекордную змею через неделю. Самец длиной 6 метров 40 сантиметров весил 92 килограмма. Для извлечения потребовались 4 человека и специальное оборудование. Питон раздавил корпус робота, погнув титановую раму. Это первый случай, когда змея нанесла серьезные повреждения устройству. Вскрытие показало возраст гиганта — 23 года, старейший питон, когда-либо зарегистрированный во Флориде. В желудке нашли радиоошейник от рыси, помеченный учеными 2 месяца назад. Рысь входила в программу восстановления исчезающих видов, ее отпустили в заповедник весной. Питон съел ее через 3 недели после выпуска. Статистика первого месяца работы роботов превзошла ожидания. 100 устройств поймали 247 питонов, средняя длина 3 метра 80 сантиметров. Обнаружили и уничтожили 32 кладки яиц общим числом 2137 штук. Каждое яйцо — потенциальный хищник, который съел бы десятки животных за свою жизнь. 9 роботов вышли из строя. 5 раздавлены особо крупными змеями. 3 утонули в глубоких каналах. 1 украл аллигатор, приняв за настоящую добычу. Видеозапись с камеры робота показала, как 3-метровый аллигатор схватил устройство челюстями и утащил под воду. Сигнал прервался на глубине 4 метра. Доктор Элизабет Чен из Общества охраны дикой природы опубликовала тревожный отчет в августе 2023-го. Камеры наблюдения зафиксировали странное поведение настоящих кроликов в зонах патрулирования роботов. Животные перестали выходить на открытые участки. Популяция сместилась на 2 километра к северу, в области безроботизированных ловушек. Биологи установили причину через 3 недели наблюдений. Питоны научились различать живых кроликов и механические копии. Змеи атаковали роботов, получали травматический опыт и начинали избегать всех кроликов подряд. Но инстинкт охоты никуда не исчезал. Хищники переключились на другую добычу. Количество нападений на птиц выросло на 43% за 2 месяца. Питоны поедали цапель, ибисов, даже хищных птиц средних размеров. В июле змея задушила молодого орлана-белохвоста весом 4 килограмма. Это краснокнижный вид, в заповеднике обитало всего 32 гнездящиеся пары. Рептилии освоили новую охотничью тактику. Вместо засад на земле они забирались на деревья и ждали добычу в кронах. 3-метровый питон способен лежать неподвижно на ветке 8 часов подряд.
Птицы не ожидают угрозы сверху и подлетают слишком близко. Защитники животных подали петицию о приостановке программы. Документ собрал 12 тысяч подписей за неделю. Активисты утверждали, роботы нарушают естественный баланс экосистемы сильнее, чем сами питоны. Один из лидеров движения, Роберт Миллер, провел демонстрацию у здания Департамента охраны природы. Департамент заказал независимое исследование. Команда из 8 ученых провела анализ данных за 4 месяца работы роботов. Результаты оказались противоречивыми. С одной стороны, программа уничтожила 247 взрослых питонов и более 2000 яиц. Математические модели показали, это замедлит рост популяции змей на 23%. С другой стороны, поведенческие изменения у питонов создали новые угрозы. Змеи начали охотиться ближе к жилым районам, где роботы не патрулировали. За 3 месяца зафиксировали 11 случаев проникновения питонов в частные дворы. Один 4-метровый самец заполз в гараж и съел 2 домашних кошек. Фермеры сообщили о нападениях на домашнюю птицу. Питон пробрался в курятник в пригороде Хомстеда и задушил 17 кур за ночь. Другая змея проникла в вольер сутками и убила всю стаю из 23 особей. Владелец обнаружил питона утром. Змея не смогла выбраться через узкую щель с раздутым от пищи животом. Ученые предложили модифицировать программу. Новый план включал увеличение разнообразия роботов-приманок. Кроме кроликов, запустить механических енотов, опоссумов и даже молодых аллигаторов. Это распределило бы давление на питонов и не позволило бы им адаптироваться к одному типу угрозы. Робот номер 62 исчез с радаров 7 октября в самой глубокой части Эверглейдс. Последний сигнал пришел из зоны, куда не ступала нога человека 20 лет. Команда из 6 егерей отправилась на поиски через 2 часа после потери связи. Они нашли устройство в километре от последних координат. Корпус разорван на части, внутренности вырваны, титановый каркас согнут под невозможным углом, следы на грязи показали картину атаки. Питон длиной более 7 метров набросился на робота с такой силой, что сломал собственные ребра о металл. Змея умерла от внутреннего кровотечения, но успела уничтожить устройство. В 100 метрах обнаружили еще 3 мертвых питона, каждый длиной от 5 до 6 метров. На телах виднелись следы укусов других змей. Анализ ран показал, питоны дрались друг с другом насмерть. Такого поведения у этого вида никогда не наблюдали. Биолог Марта Родригес выдвинула теорию. Сокращение популяции кроликов из-за роботов создало дефицит пищи. Питоны начали конкурировать за охотничьи территории агрессивнее обычного. Каннибализм – последняя стадия пищевого стресса у крупных змей. Через неделю камеры засняли шокирующие кадры. 6-метровая самка питона поедала 3-метрового самца. Процесс занял 4 часа. Это первый задокументированный случай каннибализма среди инвазивных питонов Флориды. Ситуация вышла из-под контроля в ноябре. Егерь Томас Уилсон патрулировал участок возле озера Окичоби. Его собака учуяла что-то в зарослях и бросилась вперед. Уилсон услышал визг и побежал следом. Картина остановила его на месте. 7 питонов разных размеров сплелись в гигантский клубок вокруг робота-кролика. Змеи кусали друг друга, сжимали кольцами соседей, пытались вырваться. 2 уже не двигались, задушенные сородичами. Собака отступила, скуля от страха. Уилсон вызвал подкрепление. Команда из 10 человек потратила 3 часа, чтобы разделить змей. 3 питонов умерли от травм, 4 извлекли живыми и отправили на исследовательскую станцию. Вскрытие мертвых показало, желудки пустые. Змеи не ели минимум 2 недели. Департамент провел экстренное совещание. Данные за 5 месяцев нарисовали тревожную картину. Роботы поймали 412 питонов, но количество агрессивных встреч змей между собой выросло в 6 раз. Популяция дестабилизировалась. Доктор Чен представила новые расчеты. Если продолжить программу в текущем виде, питоны вымрут через 8 лет. Но вместе с ними исчезнут последние популяции средних млекопитающих. Болота превратятся в пустыню, где выживут только аллигаторы и птицы. Экосистема потеряет 23 вида животных безвозвратно. Стоимость программы взлетела до $14 миллионов за год. Каждый пойманный питон обходился в $34 тысячи с учетом обслуживания роботов, зарплат егерей и исследований. Это в 70 раз дороже традиционных методов охоты. Губернатор Флориды Рон Дезантис созвал пресс-конференцию 21 ноября.
Журналисты ожидали объявления о расширении программы. Вместо этого последовало заявление о временной приостановке проекта до завершения полного экологического аудита. Аудит завершился в феврале 2024 года. Комиссия из 12 экологов, биологов и инженеров проанализировала каждый аспект программы. Выводы оказались неожиданными. Роботы-кролики работали слишком хорошо. Проблема крылась не в технологии, а в стратегии применения. Концентрация 100 роботов на ограниченной территории создала эффект экологической бомбы. Питоны получили сигнал массовой доступности добычи и мигрировали в зону охоты роботов со всего заповедника. Плотность змей выросла в 4 раза, что спровоцировало территориальные конфликты и каннибализм. Инженер Марк Роу предложил радикальное решение. Вместо концентрированного применения распределить 1000 роботов по всей территории Эверглейдс. Каждое устройство патрулирует участок в 2 квадратных километра. Плотность встреч с питонами снизится, но общий охват увеличится в 10 раз. Новая версия робота получила улучшенную автономность. Солнечные панели под искусственным мехом заряжают батарею днем. Время работы выросло до 5 суток без подзарядки. Устройство научилось самостоятельно находить укрытие и переживать ураганы, которые обрушиваются на Флориду каждый сезон. Систему захвата модифицировали. Теперь робот не просто метит змею, а впрыскивает безвредный краситель под чешую. Флуоресцентная метка видна в ультрафиолете на расстоянии 50 метров и держится 6 месяцев. Это позволяет отслеживать помеченных питонов без постоянного сигнала GPS, экономя энергию. Программу перезапустили в апреле с новыми параметрами. Первая 1000 роботов покрыла территорию в 2000 квадратных километров. За 3 месяца поймали 620 питонов без признаков агрессии между змеями. Популяция кроликов начала восстанавливаться в южных районах заповедника впервые за 15 лет. Технологию заметили другие штаты. Техас заказал партию из 300 роботов для борьбы с инвазивными дикими свиньями, которые уничтожают посевы. Калифорния адаптирует систему против крыс, распространяющих болезни в городах. Австралия разрабатывает версию для охоты на ядовитых жаб, заполонивших север континента. Что общего у механических кроликов и спасения экосистемы? Ответ оказался прост. Точность применения важнее силы воздействия. Ну что, кто бы мог подумать, что роботы-кролики станут героями экосистемы? Если вам интересны подобные истории и вы хотите узнать больше, загляните на наш сайт whiteori.com. Ссылка в описании, там много всего интересного, даже если вы не планируете охоту на питонов. Роботы Флориды доказали, технология может остановить экологическую катастрофу, если использовать ее с умом, а не грубой силой. Сейчас в болотах Эверглейдс патрулируют 2300 роботов-кроликов. Они работают круглосуточно, не требуют отпусков и не боятся змей. За 2 года программа сократила популяцию питонов на 31%. Математические модели предсказывают стабилизацию экосистемы к 2030 году. Инженер Роу получил премию за инновации в природоохранной деятельности. Его гараж, где собирался первый прототип, превратили в музей. Один из первых роботов, погнутый кольцами 6-метрового питона, стоит в витрине как напоминание о том, что природа всегда найдет способ адаптироваться. Но теперь технология адаптируется быстрее.